Здравствуйте, друзья! Мы находимся в офисе компании Rubin Tir. Рада вас видеть снова в нашем видео. И сегодня мы будем с Маратом Сутаевым отвечать на самые интересные комментарии. Да. Марат, ролики с тобой набирают просто неимоверное количество просмотров. Просто миллионы. И под одним из видео оставили такой комментарий. Я служил в ВДВ, нас учили стрелять с разного оружия. Я даже со шмайсера стрелял. Так вот, насчет пистолета. Правой рукой держим сам пистолет, а левой как бы снизу поддерживаем пистолет и кисть. Как-то так. Ну, то, что он служил, человек написал, я служил в ВДВ, да? Круто, да? А давай посмотрим людей, которые служили КГБ. Как их учили? Их учили стрелять одной рукой. Одной рукой. Давай тогда следующий комментарий человек напишет, я служил в КГБ. Гораздо круче. А другой напишет, а я в Альфе служил, тоже одной рукой учили стрелять. Есть определенные методики, которые работают в определенное время. Почему держали, вот образно, у нас пистолет, почему они держат снизу одной рукой, ты знаешь? Потому что до 1954 года, даже чуть позже, основным пистолетом являлся ТТ у нас. А какая проблема у ТТ, ты знаешь? Одна из проблем ТТ. Нет. Выпадающий магазин. Поддерживали, да? Да. И это мало кто знает, и мало знает, откуда взялась такая методика. Я знаю причинно-следственную связь всех методик, почему они пришли. Я в этом, реально очень крут. Вот, я очень скромный человек, да, но вот это я говорю правду. А почему нам нельзя держать правой рукой сильно пистолет? Потому что напряженная правая рука, она сковывает движение спускового пальца указательного. То есть напрягите руку, и он медленнее будет прожимать. Полностью расслабьте руку, ты помнишь, и он в 2 раза быстрее стрелять будет человек, если он расслабит правую руку. Но пистолет-то чем-то надо держать, поэтому левой рукой мы основное усилие в данный момент. Поэтому не может быть никаких авторитетов. Даже я сегодня это считаю правильным. Возможно, через 2 года я буду по-другому тренировать. Появятся другие боеприпасы, другое оружие, да? Угу. Поэтому кто-то говорит, так неудобно, кто-то так. Основное, вот НКВД вообще вот так стрелял. Помнишь фотографии у них, НКВДшников? Вот так до сих пор стреляют. Угу. ФСБ, ФСО и очень серьезные подразделения также стреляют одной рукой, также учат. Поэтому авторитета в первую очередь не должно быть никакого. И очень приятно, что он молодец, культурно пишет. Это Да, очень приятно. Итак, следующий комментарий. Да. Скажите кто-нибудь бородатому эксперту, что профессиональные стрелки из пистолета на тренировках специально очень долго просто стоят с пистолетом или предметом по весу примерно равным пистолету в вытянутой руке, как раз чтобы у них ничего там не дрожало. И у них ничего не дрожит. Это азы стрельбы из пистолета, про которые он не в курсе. Тогда получается, он придет на тренировку к инструктору и будет очень долго стоять с вытянутым пистолетом. Он так представляет тренировку. Во-первых, борода – это исконно русская традиция. Давайте начнем с этого. Во-вторых, слово «подбородок», он идет под бородой, потому что каждый муж в России, и на Руси имел бороду. Не безбородых людей, во-первых, дочку не отдавали за безбородого. Я бы сказал, почему, я знаю почему, но не буду говорить. А что такое борода, во-первых? Борода – это от слова идет богатство рода. Очень долго стоять, это они взяли из фильма. У нас очень много из фильма, там продолжение тела, пистолет должен являться. Пистолет не должен являться продолжением тела. Пистолет и оружие любое должно быть частью тела. А то, что долго стоять, они плечо поднимают, как только трапециевидное мышца напрягается, она отключает стабилизаторы рук, пистолет начинает дрожать. И они пытаются часами и часами это устранить. Это неправильно. Нужно убрать следствие этого дрожания. Но есть гораздо больше подводящих упражнений чтобы он не дрожал. Вот ты поднимаешь, у тебя начинает дрожать пистолет. Отпускаешь, у тебя он вообще не дрожит. Чтобы дальше движения, отклонения ствола не было, можно просто отработать работу вестибулярного аппарата. В наше время
Ну и где ты возьмешь пистолет и будешь по 2 часа стоять там с пистолетом? Или час, или очень, очень долго. Сколько это? Я же могу опровергнуть просто на раннем этапе. Там, что дрожало? Он пишет, чтобы не дрожало. Что у вас дрожит? Я же не знаю, что у него дрожит. Да? Потом не будет дрожать. Сколько по времени надо? То есть, ну, реально полный бред. Это раньше было, когда не знали этих подводящих упражнений. Все вот так стреляют, ну плечи поднимают, он сразу начнет дрожать. Надо изучать медицину. Надо понять, почему дрожат руки. Не от усталости дрожат. Почему-то вот так рука не дрожит. Вот так ты поднимаешь, у тебя начинает дрожь. Может просто устранить это, а не часами стоять в тире. Ты приходишь в тир, платишь 5000 там, да, за стрельбу или 10 тысяч, да, и я говорю, а ну подними пистолет и стой. Очень удобно же. Как сейчас по стрельбе из автомата, они стойку отрабатывают. По 2 часа в одной стойке стоят на колене как бы. Я говорю, очень удобно. Встали на колено. Так, ребят, 2 часа стоите на колене, а я пойду отдохну пока. Офигенная тренировка. Вместо того, чтобы эти 2 часа отработать классно вообще. Ну, ответ на этот вопрос какой может быть? Ну, у него прошлая методика. Да, такое было. Но сейчас нынешняя. Мы же не можем автомобиль «Жигули» назвать неправильным автомобилем. Но вряд ли кто-то его сейчас будет покупать. Больше покупают иностранных. Если есть деньги, человек покупает образно «Мерседес». И чем выше класс, он покупает высшего класса. Он же не покупает там, например, без обиды, конечно, «Запорожец». Хотя «Запорожец» в свое время был офигенным автомобилем. У моего соседа был «Запорожец», это было реально круто. Поэтому мы должны пользоваться сегодня теми наработками, которые пришли нам сегодня. Они лучше, чем раньше, которые были. Так, следующий комментарий. Да. Инструктор по стрельбе, наставляющий оружие на человека, заслуживает особого внимания. Да, я читал этот комментарий. Кстати, эти люди сняли видео про меня, что я не имею права быть инструктором. И 1500 лайков только этому комментарию было. Но давай посмотрим, где это происходило. Это происходило на выставке Страйкон. Ой, Страйкон говорю. Армия 2024. Это происходило на выставке Армия 2024. Там разрешено проносить оружие? Нет. Там был вот такой же лазерный пистолет. Это лазерный пистолет? Да. Я всем своим там людям объяснил, это лазерный пистолет. И вот это лазерный пистолет. Ну, елки-палки, мы здравые люди. Если у нас макет пистолета, почему мы не имеем права наводить макет пистолета? Кто сказал этим людям, там очень много написали, он не имеет права быть инструктором, он на законы плюет. Елки-палки, люди, это макет. Это макет. Если я кулаком могу убить гораздо надежнее, чем пистолетом, образно, да? Ну и что, мне теперь кулак нельзя направлять на человека? 20-50 раз проверяется любое оружие. Ты знаешь, да? Мы провозили туда лазерные эти пистолеты. Какая проверка была? Разбирали все. Кстати, в этом плюс обучение на лазерных тренажерах. Это безопасно. Следующий комментарий. Так нельзя, потому что большая фронтовая проекция. Рычаги тут ни при чем. И при опускании плеча будет неправильная вкладка. Это к видео «Как держать автомат». Если люди не понимают, почему Солнце крутится, физические какие-то законы происходят, неужели эти законы неправильны? Если кто-то не понимает, как эти законы действуют, эти законы не стают неправильными же, правильно? У того человека, может быть, в голове эти законы такие стают, как сейчас говорят, плоская земля, да, все. Первое скажу, на канале Тир Рубин на всех платформах выйдут мои обучающие ролики по автомату с Екатериной. Обязательно их посмотрите, и вы поймете. Может быть, вы ошибаетесь. Я не могу ошибаться. Почему? Потому что я так тренирую всю жизнь. У меня почему-то люди стреляют и попадают. И поэтому обязательно, прежде чем лучше, как кто-то говорил, люди говорят, лучше 1 раз увидеть, чем 100 раз услышать. А мой папа всегда говорил, лучше 1 раз попробовать, чем 100 раз увидеть. Поэтому, когда вы попробуете под руководством хорошего инструктора, ну, более-менее хорошего, я скажу, да, тогда вы, может быть, поймете. Если вы чего-то не понимаете, это не значит, что это неправильно. Вот так.
И вот такой положительный, очень приятный комментарий нашего Один? подписчика. Не один, конечно же. Итак, благодаря этому видео я впервые за 40 лет стал попадать в центр цель. Спасибо, мастер. Вот так вот. Друзья, мы очень рады, что наши видео полезны вам. Действительно, очень важно. И это не один комментарий, конечно же. Там не пишут, какой красивый, бесподобный, добрый, улыбчивый, хороший. Пишут положительных комментариев море. И один из них: я бы с удовольствием посетил уроки по стрельбе этого человека. За пару-троек видео я много узнал, на что до этого не обращал внимания. Респект. Вот это реально комментарии грамотных людей, которые не просто хотят что-то просто написать и обхаять, а именно смотрят и ведают. Понимаешь? Это реально приятно. И таких людей с каждым днем больше, и это тоже вселяет уверенность мне. Мир не без добрых и не без плохих людей, поэтому здесь добрых людей больше. Здорово. Очень приятно, спасибо огромное. И самое важное, у меня дети читают комментарии, смотрят видео, родители смотрят видео и читают комментарии. Поэтому не надо материть, что-то плохое писать. Не старайтесь этого делать. Здраво писать, если я где-то могу ошибиться, здраво написать или спросить. Если не понимаете, спросить, а почему так? Поэтому всем спасибо, конечно. Спасибо, друзья. Спасибо огромное за ваши комментарии. Нам очень приятно, что вы их оставляете. Спасибо за лайки, спасибо за поддержку. Мы стараемся для вас.